Друзья, привет! Вы помните, недавно у Димаша был концерт в Дубае, хотя, конечно, вы помните. И вы, наверное, также помните прекрасную Татьяну, с которой я познакомился перед концертом Димаша прямо во время прямого эфира. Так вот, друзья, уже вернувшись в Аланию, мне удалось связаться с Татьяной. И, к сожалению, в Дубае не работает видеосвязь, поэтому у нас не получилось поговорить через видео. Но все-таки я передал мои вопросы Татьяне, а она любезно согласилась записать видеоответы, которые я вам, друзья, сейчас и хочу презентовать. Татьяна удивительная, невероятная женщина с очень богатой, интересной историей. И я уверен, что вам, друзья, будет интересно с ней познакомиться. В общем, внимание на экран! Ванюша, добрый день, сердечные Дирс. И, конечно же, все подписчики канала Алга Петербург. Ванюша, большое спасибо за то, что пригласили к себе на канал, за то внимание, которое вы мне оказываете. И, конечно же, для меня большая честь и огромная радость поделиться своими впечатлениями, своими ощущениями о таком удивительном певце, человеке с большой буквы, моем любимом Димашике. Ну и отвечу на все ваши вопросы, которые мне прислали с большой откровенностью. Ну что, поехали? Первый вопрос. Буду читать. Очки одену. Мы вот с вами совсем недавно знакомы, но вы меня просто поражаете своей энергичностью, где черпаете столько энергии. Но, Ванюш, конечно же, это вопрос непростой, неоднозначный, хотя очень интересный. У меня источников энергии много. И вообще, если говорить о том, что из себя представляет человек, так это вообще мощнейший источник энергии. Но вот, к сожалению, не всегда он источает положительную энергию. Но я над этим работаю. Работаю уже много лет, потому что мы люди, мы обрастаем не теми людьми, бываем не в тех обстоятельствах, бывает, находимся. Все бывает, мы же люди. И, конечно же, надо находить иногда себе силы, когда их не бывает, а бывает и такое, жизнь большая была, все было. Но вы знаете, я человек сама по себе очень жизнерадостный, очень люблю людей, и вот от них и заряжаюсь. Заряжаюсь от прекрасных своих друзей. Приятелей у меня много, но друзей, вот, как оказалось, преданная одна осталась подружка. Но какая? В Казахстане, кстати, живет. О ней я потом попозже расскажу. И, конечно, заряжаюсь от музыки. Очень люблю музыку. Заряжаюсь от стихов, от книг. Очень люблю читать. Сама пишу. И, ну что сказать, заряжаюсь от своей семьи. У меня есть чем гордиться. Они меня вдохновляют. Ну, сначала меня вкладывали родители. Потом я вкладывала в своих детей. Ну, а теперь вот дети меня ублажают и все делают, балуют меня. Ну, вот я это называю так шуточно, вот закон сохранения энергии. Ну и, конечно же, моим мощным источником является Димаш. Конечно же, это необыкновенный мальчик, многогранный, и он делает чудеса. Включаю утром Димашика и заряжаюсь целый день. На целый день вот этой энергии божественной. Смотрю в окно, из окна у меня море видно, смотрю на кораблики и заряжаюсь. Ну и, знаете, стараюсь побольше делать людям добра. Вы знаете, я думаю, лучше всего скажут мои стихи. Я сейчас прочитаю только 2 стихотворения. У меня еще есть, но я прочитаю только 2 стихотворения. Одно из них я назвала «Посвящение». Оно и Димашу, и Игорю Крутому, поскольку Игорь Крутой сыграл, я тоже его полюбила. Ну, он мне нравился, но сейчас полюбила, потому что он сыграл большую роль в творчестве Димаша, поскольку он столько много произведений для него написал, где раскрыл его необычайный талант. 2 года назад я посвятила стихотворение и назвала
Димашику и назвала посвящение. Уж простите, в очках буду читать. Свои стихи не помню многие. Крутой Димаш. Димаш крутой. И круче не было тандема. Хоть каждый в своей области и царь, и бог, но вместе просто бомба ослепительного действа. Творите чудеса вы на помосте, затрагивая сокровенные места души. И музыка, и голос слились воедино вместе, чтобы создать сверхновую энергию гармонии, добра и благости, любви. И вы нашли друг друга не случайно. Живете и творите на одной волне. Еще мальчишкой наш Димаш мечтал, чтоб для него крутой смог написать крутые песни, а он божественно их спел, поскольку лучший на земле. Случайности на свете не бывает. А случай – это Бога псевдоним. И Бог, конечно, это знает, хотя порою действует как аноним. И дай вам Бог здоровья и удачи, и чтобы долгим был ваш творческий союз и долгим век. Ведь никого на свете нет дороже, чем искренний, талантливый и любящий жизнь человек. И только вам подвластно очищать и возрождать сердца и души. С Димашем вместе в этом эталон. Я рада, что смогла дожить до этого момента, за что вам низкий человеческий поклон. Вот так они меня вдохновили. И второе стихотворение. Ой, вы знаете, я пока как бы вот не назвала его, но мне хочется, чтобы... Я думаю, я назову его объяснением в любви. Все говорят, посланник ты небес, и петь так может только ангел. Но ты, Димашек, ты земной, ты, и просто нет тебе аналога. Неописуемый восторг приводишь в каждой новой песне, даруешь людям ты и веру, и надежду, и любовь, и всех объединяешь, независимо от цвета кожи, вместе. Отрадно видеть, как мужаешь и мудреешь ты не по годам, и набираешь мощь и силу, при этом оставаясь скромным и сердечным и простым, без всякой звездной пыли. Людскую боль воспринимаешь как свою, и на призыв о помощи приходишь без оглядки. Выкладываешься ты на сцене, не жалея сил, себя, порою без остатка. Ты всем напомнил нам, как надо родину любить и как быть верным сыном своего народа. И в этом смысле, как никто другой, ты стал достойным эталоном. Твое божественное пение объединяет страны, да что там, континенты. И это далеко не лесть, и точно уж не комплименты. Ты только береги себя, родной, а мы, сидирсы, за тебя молиться будем. И знай, что ты у нас один такой, и мы тебя безмерно любим. Вот такое было стихотворение. Ну и в завершение мне хочется, знаете, сказать, всем пожелать, независимо от возраста, вероисповедания, знаете, профессии, национальности, ментальности, независимо от этого, пожелать всем здоровья, счастья, побольше доброты, как можно больше света, тепла отдавать людям в наше непростое время. Вы знаете, я в свое время задумалась над тем, я думаю, вы меня поймете и со мной согласитесь. Думаю, ну как же вот людей объединяет, что вот вдруг тебе стал человек родным, а он и вероисповедание другое, и возраст, и ментальность, там, скажем, европейские, и вкусы, и много чего. А он тебе стал родным. А твой родной по крови человек, ну вот не такой родной, и не близкий по духу, вы меня понимаете. Все дирсы это вот сейчас уже объединились, они такие.
И поняла, для себя выбила формулу, что, вы знаете, независимо от вероисповедания, там, ментальности, профессии, возраста, национальности, вы знаете, что объединяет? Одни и те же отношения к одним и тем же человеческим ценностям. Помоги, возлюби и будь добр к людям. Я думаю, вот это все нас всех объединяет. И всему этому наш вдохновитель, наш учитель Димашек. Дай Бог тебе здоровья, твоей семье, на долгие годы, вдохновения, много творческих успехов, покорять страны. И, конечно, завоевывать все больше и больше наши сердца, наши души своим божественным пением, своим божественным голосом, своей многогранной личностью.